Здравствуйте! В этом выпуске мы поговорим, как правильно организовать рабочий процесс по созданию двухъярусного торта. Итак, торт, конечно, не готовится за один день. Что зачем идет, я покажу на примере вот этого торта. Как обычно, напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Итак, выполняем наш заказ. За 4 дня до отдачи торта, в данном случае, мы готовим поднос и декоративные цветы. Я покажу самый простой вариант, как можно сделать поднос в домашних условиях. Для этого нам нужен пенопластовый круг и вот такой кондитерский поднос. И то, и другое должно быть одинакового диаметра. Нам нужно приклеить кондитерский поднос к пенопласту. Для этого я использую обычный клей ПВА. Чтобы поднос хорошо приклеился, его нужно приложить чем-то тяжелым. Я использую свой вертящийся столик. Оставляем нашу конструкцию на ночь, то есть на 12 часов. После этого приступаем к декорации. Диаметр моего подноса 30 сантиметров, высота 2,5 сантиметра. Теперь бок подноса обклеиваем цветной бумагой. Стык подноса прикрываю ободком из сахарной мастики. После этого прокрашиваю золотым кондурином. Оставляю на некоторое время, чтобы краска высохла, и поднос у нас готов. Также за 4 дня до отдачи торта можно сделать вот такие цветы. Это цветы из рисовой бумаги. На канале есть видео, как их делать. Ссылка будет в описании под видео. Их нужно хранить в контейнере, чтобы они не припадали пылью. Но в принципе такие цветы можно сделать задолго до отдачи торта. Такие цветы могут лежать несколько месяцев в контейнере. За 3 дня до отдачи торта этот день самый сложный. В этот день мы готовим крема, печем коржи и собираем 2 яруса. Также можно приготовить в этот день крем для покрытия торта. Собранные ярусы обязательно оставляем на ночь в холодильнике для пропитки и осаживания. Нижний ярус у меня 20 сантиметров и верхний ярус 15 сантиметров. За 2 дня до отдачи торта мы должны сделать несколько задач. Выравниваем ярусы кремом, собираем торт и готовим некоторый декор, который может постоять, но недолго. Второй ярус обязательно ставим на подложку, в середине которой должна быть дырка для центральной оси. Со вторым ярусом мы работаем на черновом подносе. Если у вас очень сложная начинка, то обязательно перед выравниванием изолируем начинку, то есть покрываем черновым слоем. Для этого лучше всего подходит ганаш. После этого приступаем к выравниванию. Верхний ярус выравниваем на черновом подносе. Нижний ярус выравниваем на подносе, который предназначен для торта. После покрытия кремом ярусы нужно отправить в холодильник, чтобы они очень хорошо охладились. Теперь собираем торт. В нижний ярус ставим 4 кондитерских дюбелька. На них будет держаться второй ярус. Если нужно, заделываем стыки и сглаживаем дефекты. Ставим центральную ось, протыкаем до самого дна. Убираем торт в холодильник. За 1 день до отдачи торта мы его декорируем. Готовим текстурную ткань и обклеиваем нижний ярус. Также в этот день мы готовим топперы. Заливаем формы шоколадом, убираем в холодильник, вытаскиваем из силиконовых форм. У нас немного необычный топпер. Мы к нему используем желе фруктовое. Топпер мы покрываем фруктовым желе. Ему нужно измельчить на кусочки и приклеить с помощью растопленного желатина. В итоге получается вот такой интересный топпер. Желе у нас имитирует красивый блеск камней, но такой топпер желательно делать за день до отдачи торта и держать в плотно закрытом контейнере, так как желе имеет свойство подсыхать. Крепим топперы, можно тем же кремом, можно шоколадом. Потом ставим цветы и завершаем наш длинный процесс упаковкой торта в коробку.
Я пользуюсь обычными коробками для торта. Они состоят из двух частей. К примеру, если у вас торт высотой 30 сантиметров, вместе с декором нужно учитывать, то высота коробки должна быть выше на 5 сантиметров хотя бы. Размер коробки должен четко соответствовать диаметру подноса. Теперь наш тортик надежно упакован, и до завтра я его ставлю в холодильник. Вот так выглядит мой рабочий процесс по созданию двухъярусного торта. Если у вас будут вопросы, пишите, конечно, в комментариях, а также мне было бы интересно, как выглядит ваш рабочий процесс по созданию двухъярусного торта. Об этом тоже можно писать в комментариях. На этом говорю пока, до следующего выпуска.